Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 24 апреля. Поговорим о народном календаре, поговорим о том, что можно и что нельзя делать в этот день. Далее более подробно все в этом видео. Итак, 24 апреля церковь чтит память священномученика Антипы святого Варсонофия, епископа Тверского, а также преподобного Иакова Железноборовского и преподобного Иоанна. Антип Пергамский в свое время не захотел отказываться от христианства и веры в Бога и не стал поклоняться языческим богам. Антип был епископом Пергамской церкви и учеником Иоанна Богослова. Знали христиане святого Антипа как святого в лике священномучеников. За свою веру в Христа он был подвержен большим мукам и пыткам. Уже в V веке над его гробницей был построен большой храм. Его мощь считалась святой. Она исцеляла и давала верующим людям надежду. По молитвам его знают еще как помощника при болях в зубах, что можем найти и в молитвах к святому Антипу. В народе этот день назвали как Антип-Половод, Водопол или Водогон. Одни выражались именно так, что Антип воду распустил. Все это потому, что льда и замерзших водоемов уже нигде не наблюдалось, и вода могла легко выйти за берега. Люди верили, что когда человека мучила зубная боль, можно было просто приложить к данному месту серебряную цепочку, крестик или монетку. Потом серебряное изделие стояло возложить у иконы святого Антипы, помолиться и прочесть молитву или сказать пару приятных слов. Согласно верованию, после такого обряда зубная боль исчезала. Эта магия была связана либо с сильным желанием вылечить зуб, либо же святой Антип Пергамский действительно был такой прекрасный стоматолог, смеялись люди. Согласно истории народных примет, сегодня очень часто были наводнения. В этот день раскрывались реки и выходили за свои берега. Люди у водоемов это хорошо знали, так как к сегодняшнему дню должны быть на поготове. Вещи должны быть собраны, а детям было запрещено гулять у ближайших водоемов. Также по традиции сегодня появлялись и первые росточки крапивы. Предки очень любили ее, она появлялась одна из первых в саду. Ее и добавляли в разные салаты, супы, соусы и даже из них делали различного рода напитки. Она являлась одним из прекрасных источников витаминов, которая повышала сопротивляемость организма и укрепляла его иммунитет, а также выводила различные шлаки и токсины. Если сегодня была неважная и прохладная погода, это признак прохладного лета. Утренний туман обычно предвещал теплую и ясную погоду на ближайшие дни. А если были темные облака на небе, которые не исчезали и не давали пробиться звездам, то будут дожди и будет ухудшаться погода. К дождю люди относились абсолютно спокойно, так как именно дождь помогал полить и землю, и тем самым освобождал от такой работы крестьян. Если сегодня предвещали дождь, то люди ждали вскоре и много грибов в лесу. Возле дома в саду зацветала черемуха, рябина и распускалась верба. Начинали распускаться почки у липы, ранних сортов яблони, ивы и акации. Верба была символом тепла, ее символизировали с потеплением и ждали ее цветения. Если поблизости дома было замечено, что ива начинает распушиваться, то зима уже точно не вернется и можно готовиться к дальнейшему потеплению.
Черемуху также любили наши предки. Интересно то, что ароматные в ней были не только цветы, но еще и кора вместе с самим деревом. Они пахнут миндалем, а листья черемухи очень часто добавляли в различные настойки, лекарства и сборы. Не зря ее ягоды находили применение в народной медицине, а плоды черемухи использовали в пищу, если человек болел каменной болезнью. Если рябина стремительно цвела, то у народа не было сомнений в отличном урожае льна в этом сезоне. Если сегодня не наблюдали чибисов при начале полой воды, значит это не настоящее половодье. У людей были верные друзья и помощники жаворонки, которые первые чувствовали погоду на ближайшие дни. Когда эти птицы грелись на теплом солнышке и громко пели свои песни, люди без сомнения ждали ясную погоду без капли дождя, а тем более грома. С другой стороны, если люди их не слышали с самого утра, то ждали чего-то плохого, но благо были к нему уже готовы. Сегодняшний день был скучный для крестьян. По традициям, им категорически было запрещено работать сегодня, выходить в поле, рубить деревья и даже подготавливать разный инвентарь к завтрашним работам. Люди не находили себе места, так как были трудолюбивым народом и не могли сидеть на одном месте без дела. Они старались провести время вместе – уделить больше времени деткам, помочь друг другу внутри дома по хозяйству и обязательно впустить скот на прогулку. Воду старались сегодня не тратить, и разлить даже немного воды простых людей считалось непозволительным. Они это делали над вазонами с цветами, возле деревьев или у питьевой миски животных. Все это делалось для того, чтобы даже и прольется, если питьевая вода, то только с пользой, а не впустую. Такая народная примета пошла после поднятия воды в этот день и частых наводнений. Считалось, что этим люди могли привлечь беду к своему дому и старались не шутить с водой. Также сегодня стоило забыть и о любом негативе, неприятных словах и фразах. В этот день не ругались и не кричали друг на друга, даже необразованный слой населения, потому что это было грешно и считалось плохим тоном среди предков. Могли засмеять как человека, так и всю семью за такое. Исходя из этого, советуем вам избегать неприятных ситуаций подобного рода. Будьте умнее, не отвечайте злостью на злость, это только еще больше разозлит вашего собеседника. Постарайтесь перевести разговор на какую-то другую тему или вовсе пойти навстречу и постараться загладить этот инцидент. Именинники в этот день, 24 апреля, Антип, Иван, Иоанн, Мартинян и Яков. Также обращаем ваше внимание, что важно в этот день культивировать в себе только положительные мысли и эмоции. И обращаем ваше внимание, что в этот день нельзя было рубить деревья, работать в поле. Также не стоит ссориться и кричать. Нельзя в день Антипа водогона и колоть было дрова. В противном случае считалось, что лесные духи подговорят хищникам разорять хозяйство. Лучше не брать грех на душу и отложить это занятие на потом. Также не стоит в этот день заниматься и рукоделием, вязать, шить или вышивать. Считается, что созданное руками в этот день будет недолговечным. Оно может порваться, распуститься и даже испортиться. Также в этот день запрещалось считать деньги, иначе это могло привести к тому, что финансовое положение семьи резко пошатнется. Также в этот день запрещалось пить воду из-под крана. В противном случае вы можете заболеть. Поэтому вот такие народные приметы, друзья, на 24 апреля наши предки старались соблюдать. Да, также обращаем ваше внимание, что 24 апреля нас с вами ожидает и великий праздник, Светлая Пасха. Мы всех поздравляем и надеемся, вы выполните наши просьбы, советы и пожелания, рекомендации на этот день. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 24 апреля 2022 года.
По лунному календарю, друзья, нас с вами ожидает 23 и 24 лунные дни. Убывающая луна в знаке зодиака Водолей. Приходится признать, что энергетика этих суток все-таки тяжелая и темная, при всем при том, что очень мощная. Существует большая вероятность, что такая энергия провоцирует человека на агрессию и на насилие. В этот день легко поддаться бредовым идеям, ввязаться в авантюру. Сегодня один из дней обольщения. В этот день в человеке легко высвобождаются инстинкты захвата, неуемный аппетит и склонность к дракам, поэтому следует подавлять боязнь и страх. А также нестабильная энергетика этого дня будет проявляться во всех сферах жизни. Если не обуздать ее и не направить на полезные дела, она приведет к буйству, гневу и разрушению. Если не справитесь с этой энергетикой, то уже к середине дня вы почувствуете себя совершенно опустошенным и обессиленным. Поэтому нужно быть предельно внимательными, осторожными и действовать очень осознанно. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что сегодня по лунному календарю нейтральный день для домашних дел и путешествий, а также благоприятный день для мероприятий защиты своего дома, обустройства, период поста и воздержания, а также осторожности и аккуратности, обретения сил и возможностей целительства. Это день охраны дома, в котором следует окропить святой водой все помещения, а также вы можете провести практику очищения огнем свечи порогов, окуривание помещений багульником и тмином. Что же касательно стрижки, то не рискуйте сегодня своей внешностью и перенесите стрижку на другой подходящий день. Есть вероятность, что парикмахер подрежет ваши жизненные силы. И сегодня прическа может получиться гораздо короче, чем вам хотелось, и это вас расстроит. К сожалению, не только вам не понравится ваш новый образ. Все коллеги и друзья мне поленятся высказать негативное мнение, что приведет к порче отношений. Для обновления прически будет достаточно сделать новую укладку. Есть вероятность обнаружить что-то интересное и необычное. После эмоционального и тяжелого дня полезнее всего будет посвятить немного времени косметическим процедурам. Они пойдут на пользу и скрасят ваш вечер. Окрас натуральными красителями делайте в компании с близким человеком, чтобы привлечь радость и оптимистическое настроение. Любая завивка волос приблизит счастье и сохранит его надолго. В этот день вы будете оригинальны и естественны как никогда. Также в этот день сохраняйте внутреннее спокойствие, проявляйте собранность и непоколебимость. Старайтесь избегать многолюдных мероприятий, неизвестных мест и новых компаний. Не поддавайтесь на провокации, сами не лезьте на рожон. Не лучший день для суда, особенно если пытаются осудить невиновного. Вот, друзья, у нас с вами такой день, 24 апреля по лунному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. Обязательно ставьте лайк этому видео. Также обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажмите то видео, которое вам интуитивно интереснее, и смотрите, там будет много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.